Привет! Ты на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей. Тема: как получить разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия ограниченного поражения. Поехали! Во-первых, давайте разберем две совершенно разные, но связанные вещи. Это лицензия на покупку травматического оружия и разрешение на ношение и хранение того же самого травматического оружия. Это совершенно разные пункты, не путайте их, да? Я специально это сказал в начале. Теперь по пунктам. Чтобы нам с вами купить травматическое оружие, нам нужно получить как раз-таки изначально лицензию. Она и называется лицензия на покупку, да? Что для этого нужно? Во-первых, новые правила вступили, ну, они по сути с 22 года вступят, но я думаю, что на самом деле уже это все не выдают. Травматическое оружие вы теперь можете купить только с 21 года. Да, раньше было с 18 лет, но в связи с недавними событиями, как мы все с вами помним, да, когда там, к сожалению, погибли люди, Дума быстро пересмотрела этот пункт. Но тут возникает вопрос. Людей у нас призывают в армию с 18 лет, да? Получается, травматическое оружие можно с 21 года. И поэтому есть поправка. Те, кто проходил определенную службу, там, может быть, какие-то курсы отдельные, еще что-то, то есть им, в принципе, можно получать оружие раньше, чем 21 год. Как это узнать? Лучше всего, конечно, обратиться в Росгвардию, да? Но данность такова, что теперь вы оружие можете приобрести, начиная с 21 года. Поэтапно пошли, да, что нужно для лицензии. Для лицензии нужны очень простые вещи. Во-первых, я бы рекомендовал начать с получения справки. Опять же, со следующего года вводится такой прикол, что справки надо будет получать по месту, ну, условно, там, прописки по месту жительства в государственных учреждениях. То есть до этих пор можно было вполне обратиться в частные центры, где сразу психиатр, нарколог там и все остальное, да, зрение проверить и так далее. То теперь с 2022 года нужно будет проходить все это по месту, ну, условно говоря, жительства. Причем некоторые врачи все равно останутся платными, да, там психиатр, по-моему, и нарколог, если я не ошибаюсь. Ладно, прошли мы с вами, получили справку. Вы, кстати говоря, параллельно или последовательно можете сразу записаться на курсы. На курсы по обращению с огнестрельным оружием ограниченного поражения. Да? Это, как правило, есть частные аккредитованные организации, ну, есть государственные. В каждом вашем городе забивайте в поисковики и смотрите, кто этим занимается. Курсы обычно не быстрые по травматическому оружию. Они могут, по-моему, от 10 дней, там чуть ли не до месяца занять. Естественно, платные, понятно. Дальше едем. Закончили мы курсы, сдали, там будет экзамен из 10 вопросов. То есть там вопросы из разряда, можно ли там направлять оружие на человека и так далее. Сдали вы, допустим, экзамен, слава богу, все хорошо, все нормально, вы адекватный человек, у вас справка. И тут вы через госуслуги подаете заявление. В госуслугах у вас, когда вы будете записываться, выйдет перечень документов. То есть с собой иметь паспорт, с собой иметь справку, да, там не одна справка получается, а несколько, потому что отдельно врачи, отдельно психиатр, нарколог, как правило. Паспорт, справка и, значит, там тоже справкой можно его назвать, об окончании курсов по подготовке, значит, с обращением с травматическим оружием. Фотографии, вы знаете, тоже с ребятами общались, у кого как. У кого требуют сразу 2 фотографии, 3 на 4 вам нужно будет. У меня цветные. У кого-то потом, когда разрешение, да, требуют. То есть я вам посоветую все-таки сразу отфотографироваться, опять же. Пускай они у вас лежат. Приходим, там обычно на удивление адекватные люди. Для меня, честно говоря, это было таким приятным открытием. Обычно каждый район отдельное окно, ну, может, 2 района объединяют, если небольшой. То есть это у вас долго не займет. Вы сдаете эти документы, если все хорошо, в течение 30 дней идет проверка, да? По истечении 30 дней вам, скорее всего, на госуслуги, опять же,
Придет уведомление, ну и сами, опять же, не забывайте следить, проверять. Оно может не прийти. 30 дней календарных, не рабочих, а календарных. Все, пришло уведомление, лицензия готова. Приходите, опять же, записывайтесь, приходите за лицензией. За эти 30 дней, пока готовится лицензия, вам нужно что сделать? Вам нужно, опять же, через госуслуги найти своего участкового, где он вообще там обитает. Если знаете, просто сходите, там, чай попейте. Вот. Он должен прийти к вам домой, вы должны купить сейф, прежде чем к нему пойти, да? А после этого он приходит к вам домой, осматривает и пишет вам, ну, я не знаю, как там, справка условно там называется, там, характеристику-то не надо брать, наверное, справка вот, о том, что оружие будет храниться в надлежащем виде, там, в надлежащем, скажем, сейфе. Вот и все. Значит, 30 дней прошло, у нас с вами приходим, получаем лицензию, да? Все хорошо у нас. И с этого момента у нас есть полгода на приобретение огнестрельного оружия ограниченного действия, ну, ограниченного поражения. Если за полгода вы не покупаете травмат, то вам нужно будет сдать обратно свою лицензию, или она в любом случае аннулируется. Вот. Поэтому все-таки, опять же, за эти 30 дней, пока у вас будет изготавливаться лицензия, я вам советую найти уже в комиссионках, да, если не новый, в оружейных просто магазинах. Ну, пистолет можно даже отложить, кстати говоря, потому что я вот эту грозу искал долго, она очень дорогая, у нее максимально длинный ствол 6 дюймов, да. Кстати, смотрите еще видео, как получить разрешение на гладкоствольное огнестрельное оружие. То есть я его отложил, по-моему, даже оплатил 1010-15 сразу. Ну, то есть они мне выдали, что все, он мой, он отложен. Я такой цвет именно ждал. Дальше. Купили мы с вами оружие. Когда нам выдают, кстати говоря, лицензию, там, по сути, 3 таких корешка. Да, это один корешок мы оставляем в магазине, один корешок всегда остается у нас, и один корешок потом мы сдаем в Росгвардию. На нем написано будет, какое оружие, вы там указаны полностью, номер оружия, там, кто продавал, продавец и так далее. То есть купили мы с вами оружие, приходим в Росгвардию, у нас с вами от участкового справка, да, вот осталось вот этот корешок для них лицензии. Оплачиваем еще раз госпошлину, записываемся еще раз на госуслугах, ну или можно вживую, наверное, прийти, там записаться. Ну, лучше все-таки дома, да, у нас сейчас пандемия, сейчас не зайдешь ведь никуда, везде эти QR-коды и так далее. Ну и что людей гневить-то? Через госуслуги записались спокойно, все. Пришли в назначенное время, дали оружие посмотреть обязательно. Вы знаете, тут опять двоякий такой вопрос. У кого-то оружие забирают на осмотр, у кого-то нет. Но если вы купили оружие не новое, то, скорее всего, в 100% случаях его заберут. Почему? Росгвардия его будет проверять, не переделывался ли он под просто огнестрельное, да, оружие, там, под, не дай бог, вообще под нарезное, тогда вы как бы вкорячитесь, у вас его просто отберут. К вам вообще вопросов-то нет никаких. Ну как, вас, конечно, наверное, помутызгают чуть-чуть, посмотрят. Хотя экспертиза сразу покажет, когда из него стреляли последний раз. Вот и все, потому что патроны вы купить все равно не можете, пока у вас разрешения нет. То есть лицензии вы можете купить только оружие, патроны вы купить не можете, вам их не продаст никто. Вот и все. То есть, если у вас оружие не новое, комиссионное, скорее всего, вы его сдадите. Но это не точно. Это на усмотрение, я думаю, Росгвардии. Я пытался найти в законе, честно, не нашел. Потому что у меня пацаны там кто-то сдавал, кто-то не сдавал. Я не знаю, там морда лица, может, кому не нравится или что. Ну, как-то сложный момент такой. Вот и все. То есть, вы сдали этот корешок своей лицензии, сдали, допустим, если у вас комиссионное оружие, да? Фотографии 3×4 от участкового справку. Все, вы спокойны, вы свободны. Да? У вас все, вы все сдали. И в течение 14, опять же, календарных дней, при условии, что все хорошо, и оружие комиссионное, например, которое вы купили, никто из него никого, слава богу, там не стрелял, вам придет опять же уведомление, сами проверяйте госуслуги. Приходите, получаете разрешение. И вот тогда, ребята, наконец-то вы уже можете носить с собой травматическое оружие, пользоваться им, ну, в тире, естественно. Понятно, потому что это оружие, ограниченное поражение. Мы не можем с него по людям стрелять, понятно.
Да? То есть это оружие самообороны. Это важный пункт. То есть теперь вы стали полноправным владельцем данного оружия. Что хочется сказать? Оружие, конечно, я вам советую выбирать такое, какое вам нравится. Да? Во-первых, визуально. Потому что при прочих равных есть у них отличия у травматического оружия. У револьверов, например, во-первых, он всегда заряженный, у револьвера нет предохранителя. И гильза у револьвера всегда остается в пистолете, она никуда не вылетает. Да? Но при этом у револьвера есть минусы. Например, всего 6 патронов. Да? Но есть огромный плюс у револьвера, например, потому что у него очень длинный ствол, обратите внимание. Да? И точность стрельбы просто шикарная у него. Патроны, как правило, 9-миллиметровые идут. Я сниму также чуть позже видео про калибры, что такое гладкоствольный калибр, что такое нарезной калибр. Да? Но здесь, хоть и не нарезной калибр, но все же используются, скажем так, гильзы, я так понимаю, их на одном заводе делают. Просто сделают травматические и боевые рядом. То есть есть определенное обозначение. Как правило, это 9-миллиметровое оружие. Бывает еще, правда, гроза, по-моему, стражник, и еще там такая, как обрез он. То есть там большой патрон, по-моему, там 15,6, что ли, у него миллиметров. Смысл в чем? Вот с таких пистолетов травматических там удар получается как отверткой. То есть он проникающий, в нем не так много, скажем так, энергии, да, потому что пулька маленькая, пороха там не так много. Но за счет вот именно площади маленькой он проходит. То есть это проникающий эффект, такой останавливающий. То, например, у осы, у нее большой такой патрон, такой тупой, знаете, большой, и он с ног сбивает. То есть там это удар кувалдой. Что нравится, выбирайте сами, да, для чего вы там, от кого вы там планируете обороняться и так далее. Мне просто, я мотоциклист, мне как бы вообще всегда нравились револьверы. То есть я как одно целое, вот я на мотоцикле когда еду, он у меня всегда висит сбоку, на втором ремне, там, на специальном, как ковбои раньше ходили. Ну, иначе ты просто не вытащишь там в экстренной ситуации, потому что тебе кобура не даст вытащить. Кому что нравится, да? Кому-то нравятся обычные там классические пистолеты, кому-то коротенькие револьверы какие-то, кому-то оса, например, нравится. У меня оса была до этого. Выбирайте на вкус. Я стреляю каждый раз, когда я еду, я часто тренируюсь в стрельбе, да? Я стреляю каждый раз и с дробовика своего, и с грозы. Потому что тут мы переходим к самому главному вопросу. Если вы купили оружие, то вы обязаны уметь им пользоваться. Вы обязаны понимать урон, который он может причинить. Да? Для этого я вам очень советую все-таки, помимо тренировок на картонках, когда мы стреляем, попробовать, как он в тыкву заходит, в арбуз, я не знаю, ну в крайнем случае там можно свинину купить или говядину, посмотреть вообще, что это такое, да, чтобы вы понимали всю меру ответственности. Да? Вы обязаны знать правила стрелка, я их приложу, ниже сюда приложу, вот сейчас картинки, вот вы на них смотрите, да. Это правила стрелка. Это железные правила, которые позволяют вообще при обращении с оружием быть живым и невредимым. Ну вот мы поговорили про оружие. С вами был Алексей. Канал Мир это просто. Пока-пока.